Как уже можно было догадаться из вступительных кадров этого выпуска, мы сегодня идем под Птидрю. Собираемся мы залезть маршрут Пьера Лейн. Сейчас идем через старый маршрут на, скажем, на борт ледника. Борта крутые, бараньи лбы, новый маршрут. Это еще плюс 6 километров. Там лестницы, все оборудовано. А здесь старые веревочки. Такие. Вот такие. А вон Амар идет. Такие дела. Так, нам остался последний рывок до стены. Она вон там. По снежнику где-нибудь пройдем, выйдем на гребешок. Идет в этот раз хорошо, тропа короткая. Думаю, через часик уже будем на ночевке. Отдыхать, валяться, восстанавливаться. Амар, как тебе подход? Хороший, блин, взлетаешь много. Но лучше, чем то, что до этого длинный вот этот, который мы ходили. Не, ну это вообще вне всякого сравнения. У нас сейчас 8 часов вечера. Мы разбили наш бивак под стеной уже 6 часов назад. И сейчас наконец-то попробуем лечь спать. Вон наша стена. Железочки на утро готовы уже. Вон туда пойдем, за угол. И полезем вверх. Время 4 часа 27 минут. Не спеша собрались и сейчас выходим. Так, у нас 7 часов, кажется, 10 минут. Мы набрали метров 300 по вертикали от ночевки. И сейчас у нас пойдут уже более сложные питчи. Тут уже вроде кондиции чуть получше. Будем двигаться не так бодро, не так запыханно.
Понял. Вот такой лед она не любит. Блять! Сука. Ух! А? Ну, сейчас, да. А как камин начнется, будет не очень. Григорий лезет. Северная стена Птидрю. Такой камин. Сейчас я вылез. Иду на станцию. Ну как, еще не вылез до конца. Да ёпта. Первый раз такой. Рука отмокла, блядь. Я первый раз за ручку держался ледяную, блядь. А, ты тоже за сосульку держался, да? Да. Вот у меня ж ноги не особо вот это, ну не. Да, но видишь, оно все равно, когда круто, это они бесполезны, эти ноги. Тебе их некуда поставить. Интересно, вот это интересно. Ну, прикольно, да, он как бы не сложный, не развальной, кайфово. Да, не сложно, просто необычно. Да ёпта.
Не-не-не, я застрахуюсь просто. Ты как Алекс Хоннелл в National Geographic, вот так встань. Да я прикалываюсь. А, это оно? Походу. А, понятно. Так, это был пич, описанный в гайдбуке 4C. Finest Lines Это как был 4C. Я еще никогда не тошил нависающий 4C по развальне. Но мы уже по расстоянию провезли полстены. До первых ночевок нам раз, два, 3, 4, 4, 5 веревок примерно. Самочувствие офигенное. Быстро. Оттуда пошли. Вот туда идем. Вон там Шамани. Хочется бургера вкусного. Бося.
Я только что вылез к нише птидрю. Это огромная такая снежная косая полка посреди стены. И нам сейчас вон туда, в правую часть. Где-то там будет хорошая полка для бивака. Я думаю, мы там чуть передохнем и полезем дальше. Так лезется хорошо, но хотелось бы, чтобы, конечно, снега было меньше. Не знаю, что будет на верхних участках. Пока выглядит довольно влажно. Посмотрим. Где-то там лезет Тамара. Ну и опка не видно. Вон там идет строительство канатной станции Гран-Монтец. Она когда-то сгорела, ее уже лет 6 строят. Такие дела. Лед! Куда мы лезем? Туда? Налево, да? Бля, скальники, может, когда-нибудь? Ну, я надеваю скальники сейчас. О, Я не знаю, насколько это опрометчивое решение, увидев всего полпича сухих. да, оно должно быть. Я надеюсь, что если чуваки здесь проскочили, они, наверное, нам почистили чуть со льда. Пролез один 60-метровый пич после соединения с маршрутом American Direct. Кажется, стоило сделать 2 питча. Станцию сделал из последнего, что оставалось. Вот даже старый френдик, но он еле грузится. Какое-то все какое-то пока. Надел скальники, но пока ощущение того, что прям действительно этого того стоило, ну, 50 на 50. Вроде бы что-то и стало лезть все лучше, появились какие-то крутые участочки с щелями, где можно лезть. А с другой стороны, куча снега на полках, у тебя вечно мокрые ноги.
Короче, странное удовольствие, пока не понял, надо или нет. Ну, скорее надо. Все-таки выше уже снега меньше-меньше, и скоро солнышко выйдет, тепло станет. Надеемся. И я думаю, там уже где-то ближе к ночевкам подлезем, каким-нибудь ночевкам. Это наш? Да-да. Еще одна трещина, которая должна была быть чем-то пятерочным, а в итоге была веревкой какого-то обледенелого А2. То есть вот отсюда из везде я просто вычищал вот такой вот снег, чтобы хоть что-то поставить. Не так-то круто. Я сейчас, кажется, сбился с маршрута. Вылез на кучу какой-то развальни. Сначала все было хорошо, была даже магнезия от американцев, которые лезли вчера. Но потом что-то резко все стало как-то совсем не очень и стрёмно вообще. Короче, будем сейчас как-то траверсировать налево, вылезать, пытаться. Сейчас надо под солнце адаптироваться. Крем-шмрем. Мы вернулись на маршрут. И сейчас будем лезть дальше по каминам. Я думаю, еще пара веревочек. Будет первая хорошая площадка для ночевки. Посмотрим, если там что-то. Желательно нам, конечно, там переночевать сегодня. Всем здоровья. Добрались мы до нашего места ночевки, так сказать, сняли хату на Airbnb. Такой там вид красивый. Утром куда-то туда надо вылезти будет. Фу, что-то подустали, 16 часов работы. Завтра еще что-то типа 1,5 веревки до вершины надо долезть. И на Гранд Дрюн там еще что-то вроде 2-3 короткие веревки, а потом только вниз, вниз, вниз и вниз. Да посмотрите, какое место просто, а. Все ровное, чистое. Жалко, солнце сюда светить не будет. Если бы здесь еще снега не было бы, вот так вот здесь, а только по краям. Ну, было бы слишком лакшери. Это доплата. И 2 метра потолки были бы вот так. И остекление панорамное. Камин, мини-бар. Вон там гриль. Барбекю, что там еще. Фух. Так, наш вечерний рум-тур. Тамар уже прилег. Себе водички. Будем спать. А как начинается ваше доброе утро? Вот так вот. Очень доброе. Уютное место под ночевочку. А внизу у нас тут 750 метров стены. Собираемся и лезем на вершину.
О, бля. Марк героически превозмогает горизонтальный камин. Фу, бля. Блять, Калиматыч же не с того края засунул, блять. Ну как мне теперь? По нашим прикидкам, это предпоследний пич до вершины. Попытки облаза обледеневшего камина, а в следующий придется лезть. Либо пошли налево, но сначала попробую в камин, наверное. Слегка свежо утром, хотя вроде бы и плюсовая температура, наверное, от усталости. Опа. А крыша все не кончается. Как будто бы уже 30 метров до вершины осталось. По какому-то простому рельефу. Думаю, уже должны залезть. А вон там вдали тень от Птидрю падает на канаточную станцию. Оттуда, кстати, очень красиво смотрится. Ой, ёпта. А, ну прям вообще проваливается жестко. Бесконечная крыша. Так, мы на вершине Птидрю. Страшные звуки издает Дева Мария. Такая тут стоит. О, что все равно шатается. Ну что, с вершиной? Пока не с горой. Так, несмотря на то, что на вершине Птидрю мы уже сейчас были, по идее должен начаться спуск, но спуск у нас идет через вершину Гранд-Дрю, а на нее надо еще залезть. Вот мы лезем.
я вылез последнюю веревку на Гран-Дрю. Вон Амар долезает. Амар, как тебе десерт? Амару не понравилось. Твои впечатления о камине? Нахуй камины. Григорий. Амар выходит на вершину Гран-Дрю. Да, если кто не знал, помимо Пти-Дрю есть еще Гран-Дрю, и они типа вершины-близнецы. Она основная. Ну, Пти маленькая Дрю, Гран-Дрю большая Дрю. Но почти все сложные маршруты идут на Пти-Дрю, поэтому на Гран-Дрю никто не ходит, только на спуске. Вот вершина. Спустились вот оттуда на заднем плане. Сейчас уже в более-менее безопасном месте распутываем сираки. Ну как распутываем? Тут уже была чья-то тропа, а мы просто ее заново вытрапливаем. Просрали сегодня уже поезд вниз. Посмотрим, пойдем ли вообще вниз. Может, в хижине остановимся. Красота какая. Вот так спускались. Как водопад, только со снегом и камнями. Еще бог знает с чем. Ну, теперь мы уже более-менее спаслись. Дошли до хижины Шарпуа, взяли по коле. Вон оттуда спустились. Сейчас еще вниз спускаться, но уже более-менее пешком. Почти пешком. Пти-Дрю вообще ни на секунду тебя не отпускает. Вот до самого конца. Даже 20 метров остается до условной цивилизации. Он все равно. Да. Я в трещину падал 2 раза. 1 раз ногой, а 2 раз по грудь. Хорошо я умею распираться. Тебе понравилось? Ну да. Но я бы такое еще не... 2 раз бы не сходил, точно. Не хочу. Лучше колу пить, думаю. One week later. Ребята, кто лезет на Гран-Жорас в град? Северная стена. Ну ничего. Он еще это большой. О,